Пым пара 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 па. Всем привет! Меня зовут Кирилл, а это канал «Запас прочности». Мы про истории людей, которые побеждают кризис. Сколько не отвлекайся на новости о коронавирусе, но грустные мысли о будущем возвращаются и возвращаются. А вдруг уволят? Может, уже уволили? А как ипотека? Что есть будем? Куда бежать-то? А это вот график роста безработицы в Америке. Действительно, если взглянуть на заголовки даже самых уважаемых СМИ, которые не гонятся за красным словцом, становится, мягко скажем, не по себе. Вспоминаются стрёмные времена, когда копил на поштучные сигареты, и кажется, что спасти нас всех сегодня может только чудо. Но мы не хотим нагнетать. Наоборот, этот кризис не первый даже в новейшей истории России. Кто-то из нас их помнит, кто-то видел только на хронике. Можно жить, я не знаю, что думает, что народ думает, когда же он подымется-то. Все плачут. Можно так жить, у вас, наверное, тоже есть родители. Вы думаете, одна я плачу, вот стоят все моложе меня, и все плачут. Сидим без денег, хлеба нет, хлеб есть, сахар нет у многих. Дети растут, же нужно шапковать, одевать. Сейчас все говорят, будет девальвация или нет. Одна фраза от вас зависит. Не будет. Не будет девальвации. Все, твердый чё. Твердый чё. Наши герои – это те, кто пережил один из предыдущих кризисов и сумел сохранить человеческое лицо, или те, кто находится на передовой кризиса нынешнего. Тель-Авив красивый город, старый. Там вот этот Явский порт, я прочитал все про Явский порт. Там рядом с портом из воды торчит камень. И вот этот камень называется скала Ариадны, потому что туда была прикована Ариадна, ее спас Персей, и это просто невероятно. Я решил поговорить со Львом, чтобы узнать, как он там в Израиле на заточении своем сидит. А в ходе этого разговора мы придумали канал «Запас прочности». У меня появился сейчас вот этот проект. Мои друзья начали делать радио «Зимы не будет». Там девочка-иллюстраторша от нечего делать наконец закончила иллюстрировать сказку, которую я написал. Это наш совместный проект. Другая девочка доделала музыку, мы с ней делали. Там, я написал текст, она написала музыку. Вот. Какие-то очень интересные вещи происходят. Для меня карантин открыл новый мир удаленной работы и полностью закрыл мир реальный. Мне все нравится заниматься программами, которые я скачал, работать на удаленной работе, но когда есть причина выходить из дома не только потому, что просто хочется, а потому что надо, то в какой-то момент, когда ты едешь в автобусе, ты понимаешь, что ездить по городу в другой стране тепло, хорошо и приятно. Фишка в том, что когда только это началось, я прям был очень счастлив. То есть это было лучшее время, наверное, первые 5 дней коронавируса. Это было лучшее время в моей жизни за многое время. Я решил взять интервью у своего друга Савы Доломанова. 3 года назад он приехал в Чехию учиться на режиссера, а теперь коротает свои деньги в карантине. Потом несколько дней я синхронизировал материал, один чуть не повесился. Потом буду продолжать, для фильма. Вот. И сейчас опять вот ловлю какие-то моменты этих вспышек дней, когда можно что-то делать. Но при этом, если первые несколько дней мне было супер круто, то сейчас я уже, конечно, немного подзадолбался. Потому что нельзя пойти выпить пиво с друзьями, что очень важно, посидеть, поговорить о жизни. Все бары закрыты, это катастрофа неимоверная. Что бы ты посоветовал своим друзьям, которые сейчас тоже оказались на карантине? В общем, я бы советовал запастись кинчиком, взять с собой обязательно бутылочку и просто фигачить фильм за фильмом. Мы с одним мальчиком должны были пойти в бар в четверг и на концерт на котором играли бы Брамса, в пятницу. Не случилось ни того, ни другого.
Я решила поговорить с Владой, чтобы узнать, как у них проходит карантин, потому что она уже давно учится в Канаде, и хотела узнать, как сильно у них изменилась жизнь. Благодаря чему ты не сходишь с ума? Мне показать... Я даже не знаю, как это. О, Господи! Интересно узнать, как проходит карантин не только за рубежом, но и в России у тех ребят, которые сейчас стоят на передовой русского современного искусства. Поэтому я решил связаться с моей подругой Евой Ксенофонтовой, автором галереи «То самое место», автором галереи New Sincerity, автором забавного паблика мемов Contemporary Fuck и моей любимой кураторшей. Мой последний проект это был Opening Collection, выставка Opening Collection Plans в моей галерее. Вот она только открылась, и на следующий день объявили карантин. Открытие было 14 марта. Галерея называется New Sincerity, новая искренность. Это связано с метамодернизмом, то есть я хотела открыть такую новую ветвь искусства, как бы связанную с новой философией. Вот. И, соответственно, она открылась 14 марта, находилась на станции метро «Белорусская» в полуподвальном помещении. Вот. До этого я 3 месяца занималась ремонтом этого пространства. И, соответственно, через 3 дня она ровно закрылась. А ты платишь аренду или это твоя недвижимость? Это аренда от города. Сейчас я подала заявку, чтобы мне дали арендные каникулы. Но это все остается до сих пор без ответа. Аренда от города это что значит? Короче, то есть это со скидкой от города для определенных видов деятельности пространства можно арендовать. И через 3 года его можно выкупить. То есть, как бы, вкладывая деньги в аренду, ты как бы вкладываешься в будущую цену, за которую ты выкупишь это пространство. Вот. Какие-нибудь моменты отчаяния, желание уехать обратно? Ты же, я помню, не из Москвы. Нет, ну, конечно, у меня иногда были какие-то такие экстренные меры, но это у меня такое бывает, просто настроение меняется, я думаю, надо уехать в Кинешму, отказаться от денег родителей, там, я не знаю, устроиться уборщицей, потом преподавать в художественной школе, в общем, и снимать квартиру за 5000 рублей. В Кинешме можно снять за 5000 рублей, это вместе с коммуналкой. Вот, поэтому у меня есть такие отходные пути, потому что я сейчас понимаю, что я обрастаю очень большим количеством обязанностей, потому что содержание пространства, ну ладно, может быть, полгода я еще продержусь, но я хочу, чтобы это дальше существовало, а для этого нужно все это оплачивать самостоятельно уже, потому что, да, мне мама дает, ну там, не знаю, начальные средства для того, чтобы развивать это место, но сама по себе идея открыть галерею, и чтобы это окупалось, она практически нереальная, потому что ни одна галерея не окупается в целом. Это скорее не мотивация или сила, или энергия, это скорее безвыходная ситуация. Ну, то есть у меня нет других вариантов, просто мне нужно это сделать. То есть я не могу этого не сделать. Потому что я не хочу работать администратором в галерее, я не хочу смотреть на эту всю ужасающую ситуацию. То есть либо я уезжаю в Кинешму и работаю уборщицей или преподавателем истории искусств, либо я делаю здесь галерею. Ну вот, других вариантов нет. У нас еще хотят QR-коды включить. Я вот подумала, ну, то есть я ездила недавно в такси, и я спрашиваю, ну, таксист что-то поднял тему коронавируса, и, в общем, я спрашиваю, а что, буду спрашивать цель поездки, то есть, ну, будут останавливать такси, спрашивать, почему вы едете туда? И вот это просто интересный факт. Ну, то, что, учитывая то, что, я не знаю, там, я, например, езжу к парню, да, и что я буду объяснять? Мне просто нужен секс. Ванек! Да, Лён. Ваня! Здорово! Привет, Лён. Здорово. Здорово. Руку... Ты что, болеешь? Нет. А что у тебя рука дрожит? У меня дрожит, потому что я перепил вчера, блядь, целый день мучаюсь. Кто-то сходит с ума от безделья. Не переживай, не все так плохо. Вань, то есть у вас здесь что? У вас здесь плита, газовая? Электрическая. Электрическая плита, вы здесь готовите еду, да, таким образом?
У вас здесь телевидение. Ты вообще будешь на районе завтра? Нет, завтра не буду. Не будешь? Фоменко на радио. Нет. Когда такое было? Я глотану пивка. Пойдемте присядем на лавочку. Пойдемте. Отметьте нам. Дима, а ты давно здесь живешь? Ну, в Бутовке. В Бутовке-то месяца полтора. Ванька уже 3 года. Ваня здесь 3 года. Серега 30 лет. Серега здесь 30 лет. Сергей. Они меня встретили на улице, видят, что я замерзал. Хороший Я парень, мобиль. позволил. Они такие пошли, говорят, что есть работа. Что кого? Может, вы нас ищете? Может, нас, Анатолий, вы ищете? Может, вас полиция ищет? Нас? Полиция? Здесь? В нашем районе? О, я вас знаю. Здрасте. Подают вам? Может быть, вы согласитесь дать нам интервью за 500 рублей, коротенькое? За 500 рублей. Хорошо. Где вы живете сейчас? Сейчас. У меня сейчас даже денег нет. Снять ни хостел, ни общежитие. А раньше вы жили в хостеле? Нет, в общежитии. А спите вы на улице? Получается, да. Потому что сейчас нет работы, невозможно никуда устроиться. Нет средств, нет денег, нет ничего. А раньше кем вы устраивались? Раньше я работал промоутером. Тебе эту бытовку дают, потому что ты рабочая сила, то есть ты помогаешь? Рабочая сила. 2 или 3 раза в неделю поработаем и алло-улю. Свободно. И деньги вам какие-то дают? Конечно. Если за полный рабочий день, то 2500, если нет, то 1000 там может дадут. 1500. Вот сколько вы зарабатываете в рублях за день, сидя там, сегодня? Сегодня за час я заработал 20 рублей. 20 рублей за час. А раньше вы занимались этим до кризиса? Нет. Не занимались, вынудило вас обстоятельства, я понял. Но это эффективно, то, что вы занимаетесь? Мне просто нет другого варианта никакого. То есть мне либо просто так ходить по улице, или я хоть соберу себе на хлеб. Вы как считаете сами, вы переболели уже? Мне кажется, нет, потому что никаких симптомов нет, ничего нет. А друзья ваши? Тоже никто не болел. У меня все заспиртовано, я не боюсь. Че ты, блин, переживай за меня, я свое зажил. Я читал этих масонов, может, слышал? Кто такие масоны? Протоколы Сионских контрактов? Да. Мне кажется, это золотой миллиард, они как захотели сделать. Вот они, наверное, и делают. Это, думаешь, масоны все устроили? По идее, да, но смотри, свиной грипп, птичий грипп, его же тоже не было. Это сейчас идет такая информационная война. Скажите, а с друзьями вообще много общаетесь со своими вот в эти дни? А то вот мы видели, вы сидели там такой одинокий, и вы вообще с кем-то контактируете? Сейчас друзья сами сидят без денег, очень многие. Ну, может быть, вы как-то кооперируетесь и помогаете, взаимовыручкой помогаете друг другу, и у вас... Сейчас кому не позвонишь, денег ни у кого нет. И вот да. Вы друг Ваня, Серега, вы как-то кооперируетесь, да, вы как-то помогаете? Мы втроем помогаем. Хлеб. Маленький кусочек, такой маленький. Ты откусил и оставляешь ту же часть, я оставляю тебе. Однозначно. Хоть я голодный, не голодный, не принципиально, но ты все равно должен, ты обязан оставить кому-то кусочек этого хлеба. Ты ходишь за едой. Да. Это твоя функция, да? Да. Какие задачи у твоих товарищей? Вот, например, у Вани. Ванька вещи. Вещи, да, одежда. Вот. Ищет, да. А Серега там сигареты, там, такое вот, что там, может, где-то чайку. А где вы собираете? По мусору? Нет. Сейчас. Это нельзя говорить, конечно, но все уже знают. Магазины выбрасывают просто. Фриган. Вон самый. Все, и ты там выбираешь, там, где-то что-то проварил. Сейчас будет очень много алкоголя просроченного. Смотри, пиво, настоящее пиво, хранится только 6 дней. А уже 6 дней прошло. Все бары-то позакрывали. Практически по всей Москве. Его сейчас начнут выкидывать. Сейчас такое начнется. Вы стали больше пить? Вы стали пить больше? Можно сказать, да. Ты чувствуешь в себе какие-то эмоциональные изменения
в себе с приходом вот этого кризиса? То есть раньше ты был, скажем, счастлив, или тебя устраивало? Ну да, паника приходит. А сейчас приходит паника, и вместе с ней что? Апатия или страх, или несчастье? Я думаю, страх больше приходит. Ну ты счастлив? Все равно нет, не особо, потому что люди отказались от друг друга, все закрылись. Ну как это можно без людей, без общения, ну это все. Тишина, как в гробу. И мертвые с косами стоят. Не заметил, что? Слушай, Дим, а вот мы видели там такого бездомного, сидит с табличкой. Ну ты понимаешь, что... Я узнаю. Ты наверное, понимаешь, что ему тяжелее, чем вам вот, живет сейчас. Вот как ты думаешь, какой бы ты дал от себя рецепт ему, для того, чтобы он устроил свою жизнь более или менее как-то комфортно? Есть такие люди, которые... Мы же подразделяемся. Вот я захотел в тепле жить, я хочу мыться, бриться, жить просто. А вот такие, как он, есть, и они просто на этом зарабатывают. Вот и все. Это его заработок. А рецепт ему какой? Рабочий дом, либо вот так вот же, да, есть. А больше что ты найдешь? Социальные службы у нас не работают, если честно. Они вообще никак не работают. Я сколько обращался, я клянусь, нигде не принимали. Вот нужны документы, вот нужны деньги. Я говорю, а где я их возьму, если у меня их нету? Вы не видите перед собой будущего, да? Да. А вот так вот только если... Ну, я так, конечно, не могу, как он. Спасибо. Жень, спасибо. Вместе только победим, а так бесполезно. По одному где-то что-то прятаться не сможем. Даже, как его, Валера, по-моему, зовут, того человека, которого вы видели. Женя, да. А, точно, Женек. Даже вот ему надо как-то чем-то, там, я не знаю, эту повязку ему на лицо дать. Хотя давали, не берет. Вот. Не знаю, надо вместе как-то. Мы уличные. Мы ходим, гуляем. И все равно что-нибудь надыбаем. Там 100 грамм, там 100 грамм. Вот тебе весь кризис. А вечером так хорошо. И поебали мы этот кризис. И этот коронавирус. Все. А тем, кто скучает дома, я расскажу о простых и вкусных рецептах. Смешиваем 3 яйца до однородной массы. Мелко нарезаем и тушим 1 помидор. Заливаем омлет. Кладем сверху лаваш, накрываем крышкой, переворачиваем. Далее выкладываем на тарелку и обмазываем плавленым сыром. Опа, кто пришел к нам, а? В общем, следите за новостями, а команда запаса прочности попробует вас радовать своими видосами. Кстати, если вы хотите стать героем или автором нашего канала, пишите, мы открыты к новым предложениям.